Всем привет, вы на канале Default Gamer, и сегодня мы будем разбирать айсберг по Дельтаруну. Дельтарун — это пошаговая РПГ, в котором нам за Криса и его друзей предстоит спасти мир от темных фонтанов в ряду большого количества приключений. Игра происходит в альтернативной вселенной от Undertale, которого я не буду касаться в этом видео, потому что это и так слишком обсосано на YouTube. Напоследок упомяну, что тут будут созданы мной и моими помощниками кат-сцены, в которых я фантазирую на тему химии между персонажей. Если вам это не интересно, можно скипать по тайм-кодам. Но все-таки, думаю, этого не стоит делать, а стоит все посмотреть, я же старался. Айсберг не мой, нашел в интернетах, геймплей по большей части заснял сам. Всем приятного просмотра. Undertale. Я говорил, что не буду его касаться в этом видео, но не упомянуть его будет преступлением. Undertale — это легендарная пошаговая РПГ от молодого тролля в интернетах, а-ля Тоби Фокса, которое он создал, чтобы показать всему свету, что РПГ — это не только Skyrim-подобные игры, это также может быть пиксельная говдушевная игра, где не надо всех убивать, а можно просто пообщаться и пощадить, а в дальнейшем устроить пару свиданий и подружиться. Если же вы консервативный игрок и очень хотите всех убивать, то есть один скелет, который накажет вас за вашу пакость. А как эта игра связана с Дельтой? Дело в том, что тут много камео из той легенды и похожая система боевки. На мой взгляд, человек, который не играл в Undertale, не сможет полностью оценить Дельтарун. Поэтому, если вы вдруг такой негодник, то бегом отдавать Тоби свои кровные и щадить всех подряд. Don't forget. Название 39-й песни из официального Оста. Она выделяется тем, что это единственная песня во всей игре, где присутствует полноценная лирика. Из интересного, у нее есть отличный русский перевод. Да настолько, что Тэмми из класса будет напевать первые 4 строчки из него. Также фраза «не забудь» присутствует на фото в мастерской Санса, но это вряд ли имеет отношение к треку. December Holiday. Сестра Ноэль, которая некогда пропала без вести, и которую мы не видим на протяжении всей игры, но слышим множество упоминаний о ней. В отличие от своей робкой сестры, Дес по натуре бунтарка, которая слушает рок, смотрит откровенные клипы по телеку и бережет как синицу ока свою сестру от неприятностей. Ее комната много о ней говорит как о личности. Во время того, как весь дом семьи Холидей выглядит максимально по-рождественски, ее лачуга очень сильно выделяется. Также в комьюнити популярна теория, что темный принц, в смысле темный рыцарь, и есть Дес. Но к этому мы вернемся чуть попозже. Дева. Для мира Дельтаруна существует пророчество, в котором предсказана судьба всего сущего. Мы слышим про пророчество вкратце в самом начале игры, от Ральзея. Однако в 4 главе мы узнаем дополнение в виде изображений с рифмованным текстом. В пророчестве упомянуты 3 героя с кратким описанием каждого из них. Про Криса сказано «первый герой и клетка с душой человека в себе». Про Ральзея сказано «третий герой принц, что оставлен был всеми во тьме». А вот третья цитата такая: «Второй герой, дева с надеждой, хранимая в душе. Дева познает любовь». Да, согласен, очень туманно, и далеко не факт, что речь идет о Сьюзи. Понять, что это точно не Сьюзи, мы можем от Герсона Бума. Следите за руками. Когда Сьюзи спрашивает Герсона, кто она из игры, он называет ее драконом. Во время битвы с ним он кратко предсказывает пророчество и говорит, что в 1 главе герои побеждают короля и дракона. А кто это мешал героям на протяжении всей 1 главы? Вот-вот. Есть еще пару более очевидных факторов того, что это не Сьюзи. Во-первых, это внешний вид, который не особо похож на Сьюзи, а во-вторых, это оружие. В пророчестве меч, в то время как Сьюзи орудует секирой. В конце 4 главы Сьюзи узнает, о ком идет речь, рассказав Ральзею, но конечно же промолчав от своего кореша Криса. Поэтому нам остается лишь строить догадки. Первый вариант — это Ноэль, потому что, по идее, она предложила пойти Крису вместе с ней в кладовку. Сьюзи зашла в класс с опозданием, чем нарушила последовательность событий. Также в файлах игры можно экипировать на Ноэль меч, что ну очень сильно намекает на нее. Второй вариант — это Сьюзи, но он самый скучный и неинтересный, поэтому не будем его разбирать.
Третий вариант это Папирус, которого мы все еще не видели. Сверив все за и против, я почти наверняка уверен, что это фанат спагетти. Но а так мне кажется, что это все-таки Сьюзи. Камон, внешне она очень похожа, и это явно байт от Тоби Фокса. Звучит нелогично. Но Тоби Фокс в принципе тролль, это надо помнить. Лейтмотив свободы. В Дельтароне невероятное количество треков, 165, если быть точным. Но, к сожалению, полностью оригинальные тут далеко не все. Сейчас сказать, их лейтмотивы могут повторяться. Самый популярный и заметный лейтмотив в игре — это так называемый Freedom, свобода на русском. Он звучит следующим образом. Лейтмотив свободы играет при битве с секретными боссами. Вслушайтесь. Еще не могу заметить то, что лейтмотив свободы — это кратко ускоренная мелодия Вадагастера, которая напрямую связана со всеми секретными боссами, но строить сходство лейтмотивов, судя по 4 нотам, как по мне, немного некорректно, поэтому ни под чем не подписываюсь. Сьюзи плюс Ноэль. Однажды один шипер сказал: а в первой главе Ноэль явно фанатеет по Сьюзи. Вот бы она не просто фанатела, а влюбилась по уши. Надоедливый пес такой... и сделал это хэдканоном, в то время как Крис просто старый давний друг детства, ничего более. Гастер, вы, наверное, слышали о... Яйцо. Оно всегда будет выдано неизвестной фигурой, которая будет прятаться за розовым деревом, и ничего не говоря отдавать нам яйцо. Комнаты, между которыми надо переходить на ваших экранах. Но вот в 3 главе все куда посложнее. Для начала вам надо будет взять контроллер лансера, после чего пройти за него мини-игру с пятнашками, не забывая при этом подобрать блок и закинуть его через дверку. В дальнейшем нам надо будет попасться охраннику в комнате из фиолетового пространства и указать, что вы хотите попасть в никуда. Та-дам! Блок у вас на экранах. Толкаем его на плиту и переходим на экран справа, где нас будет ждать книжный чемпион. Вам надо поговорить с его игровой версией, после чего перейти в комнату и взаимодействовать со шкафом, получив таким образом путевой билетик. Далее нам предстоит вернуться в самое начало и сразиться с пыльными зайцами. У вас появится новое действие в бою, а именно квакнуть X. Я не понял, что это значит, и не хочу разбираться, как и душа Криса, которая отрастила ноги и ушла за экран. Там-то мы и поиграем в ультрасекретную мини-игру, где мы и найдем дерево с Кощеем и его яйцом. Я, правда, не понимаю, почему именно здесь все так сложно, но допустим, это было интересно. Что же значит эти яйца и в чем их суть? Боюсь, если я начну эту тему, меня разорвут на части от недосчетов из разных лагерей интересантов яйца. Поэтому оставлю это как просто пасхалочку. Новостная почта. В официальном сайте Undertale и Deltarune вы можете привязать свою почту и начать получать ежесезонно рассылку с новостями по игре. Есть 4 уровня подписки. Минимальный, вы будете получать по почте дату выхода следующей главы Deltarune, когда она выйдет. Обычный, вы будете получать ежесезонные новости, как по Undertale, так и по Deltarune. Супер, вы будете получать новости обо всем, над чем Тоби Фокс работает на данный момент. Прикиньте, он работает над чем-то помимо Deltarune. Козел. И чудовищный грузовик, где все вышеперечисленное и щепотка щитпостика вам в мейл. Я не буду разбирать все, что он туда когда-либо высылал, это на целый ролик может хватить. Секретные боссы. Очень хитро и супер секретно запрятались наилучшие боссы в игре. Первый из них это Джевил, которого можно найти в подвале замка Короля Пик, спустившись на лифте в секретный этаж и найдя 3 осколка ключа. Он был обычно придворным шутом до момента приобретения темного осколка. Второй это Спамтон Нео, который появляется при активации статуи с ним в секретной комнате в замке королевы. Это был обычный Аддисон, который торговал себе что попадя, будучи круглочного вещателя. Правда, он, в отличие от Шута, прекрасно понимает патовость своего положения. Он узник этого мира, он марионетка в безумных путах, и он очень хочет завершить сделку с игроком, как с единственным обладателем столь желанной свободы, чтобы стать настоящим мальчиком со своей собственной волей.
Третий — это Темный Рыцарь, которого вы никак не пропустите, и пока что я о нем ничего не скажу. А четвертый — это старик Угвей, с которым можно сразиться, найдя 3 секретных мелодии. Победив их всех, вы особо ничего не получите, разве что броню и оружие. А также кристалл, который вы даете торговцу Шву, и сосите лапу в ожидании 5 главы. Почему же все эти персонажи, помимо Герсона, сошли с ума и такие мощные? Первый вариант самый логичный, потому что мы знаем, что все секретные боссы получили темный кристалл, из которого состоит меч рыцаря, и который, судя по всему, дарует силу, но сводит с ума. Это подтверждается тем, что все секретные, помимо Герсона, подобрали кристалл и сошли с ума. А вот Герсону плевать на ваши кристаллы, ему бы только книжки писать и сходить с ума от старческого маразма. Второй во всем замешан ВДГ друг. Загадочная сущность, которая появляется во всех главах в том или ином виде. Мы о нем буквально ничего не знаем, только то, что он указан как друг в файлах игры. Его глаза той же раскраски, как очки Спамтона, а по силуэту он напоминает Эндогени из Undertale. Есть одна очень интересная деталь касаемо файлов этого персонажа. Во время битвы с носителем теневой мантии в 3-м акте будут появляться коты с лицом друга, которые будут смеяться при призыве. В папке, где происходит рассказ Ральзея о темных мирах, присутствует файл, где этот самый друг смеется, что означает, что он словно насмехается над знаниями Ральзея по теме. Конечно, пока рано строить догадки, но почти наверняка эта загадочная сущность несет за собой много информации, которую мы узнаем в будущем. Надеюсь, в этом десятилетии. Программа опросов. Когда вы впервые запускаете Дельтарун, вас встречают с опросником, который вы с интересом проходите и начинаете игру. Но вот если вы альтабнетесь, вы заметите, что игра называется иначе, а именно Survey Program, программа опросов. Люди начали строить из этого какие-то шизотеории, но, как по мне, это просто угар над всем пафосом в начале игры, который разбивается о то, что наш опросник ни на что не влияет. Папайрус. Папайрус все время сидит дома. Почему? А потому что у него есть контроллер Темного Рыцаря, он им управляет, и он вершит судьбу всего народа. А вы знали, что Папайрус сын Гастера? А что удивительнее, брат Санса! Папайруса не добавили в Дельтарун. Обидно. Странный путь. Дельтаруна — это не коридорная игра, где вы ни на что не влияете. Не-а. Это коридорная игра с одним моментом, где вы можете повернуть не туда. Во время прохождения второй главы вы пересекаетесь с подругой детства Криса, Ноэль Холидей, которая будет очень зашугана и не уверена в себе. Вы ее не судите, тут все-таки ее краш ходит. Так вот, по-хорошему мы преодолеваем с ней головоломки и помогаем поверить в себя и научить говорить «нет». Ну а вот по-плохому мы можем заставить ее замораживать всех наших врагов. Делаем это на всех врагов на карте, после чего проходим через шоссе, которое, кстати, пустое, наша слава быстро распространяется. И подходим к единственному Аддисону на карте, который спросит нас, не друзья ли мы, но что мы отвечаем, что мы нечто большее, чем друзья. Аддисон примет нас за пару и предложит купить кольцо, которое стоит на $1 больше, чем у нас имеется. Все это время Ноэль в страхе, она не узнает своего близкого друга, и дабы отвести нас от темы, говорит, что мы не можем себе позволить кольцо, и нам стоит пойти. Мы настойчиво просим взять кольцо, после чего Аддисон пропадает, а мы крадем кольцо. Далее нам надо будет экипировать кольцо на Ноэль и замораживать всех врагов на карте, которые будут от нас убегать. Но мы не отчаиваемся, Кибермиру не помешают ледяные статуи. Мы можем узнать, сколько нам осталось от Спамтона, который будет сидеть в мусорном баке, слева от пустого шоссе. После того, как мы всех заморозили, идем в ту комнату и покупаем у него кольцо помощнее, которое делает заклинание Ноэль еще сильнее. После этого мы продолжаем наш путь покровительства и встречаем Бёрдли, сказав нашей путнице заморозить его навеки. Она это делает. Ей это ой как не нравится. После боя Ноэль покидает команду, а мы наконец-то встречаем Ральзея и Сьюзи, находя шорткат в замок, который тоже сильно изменился. Он весь украшен картинами Спамтона, а некоторые комнаты заминированы пиписами. После него мы встречаемся с королевой, но вместо обычного боя на кибер-супермашинах Ральзе включает мозг и сразу рассказывает королеве про рыцаря. Пока он это делает, мы идем закрывать портал и натыкаемся на Спамтона Нео, который и без нас обрел свою форму. После этого происходит обычный бой, но завершает этот бой появление наших друзей и запечатывание фонтана. Когда мы просыпаемся, Бёрдли не проснется, а очнется в больнице. В 3 главе
4 главе мы узнаем, что Ноэль все еще думает, что это был сон, и все еще боится странного поведения Криса в своем сне. Во время того, как мы отправляемся к ней домой, все пройдет по похожему сценарию. Но вот когда Крис выкинет свою душу, мы сможем пробраться через вентиляцию в комнату Ноэль, где она будет выяснять отношения с Крисом. Мол, почему он так странно себя ведет? Но, слава богу, вчера вечером Крис пришел и поддержал ее после событий в Кибермире. В этот момент мы влетаем в бедного Криса. Ноэль упоминает, что Крис помог ей достать шип из пальца, после чего Крис затыкает ее. Она называет нас параноиками и говорит, что их диалог никто не услышит, после чего мы отвечаем, что мы-то все слышим. Дальше проще показать, чем говорить. Да, как вы понимаете, этот путь дает нам понять, что за душу ответственны мы, в то время как тело де юра принадлежит Крису. Пока что это конец раннего пути, но очевидно в дальнейших эпизодах он еще даст о себе знать. Жесть! Спасибо, что позвал на чаепитие, Крис. Кто бы знал, что чай может быть как лимонный сок. Ладно, он чуть хуже, согласна. Эй, взгляни, на стекле все еще видно вчерашний рисунок. Там написано, как ты говоришь, что Сьюзи рулит. Стоп. Погоди-ка. Мне кажется, или... Это ты написал, что Сьюзи плюс Ноэль равно любовь? Раз так, то я тебе покажу любовь, Сьюзи, в полной силе. Ха, видишь, Крис, сейчас написано, что ты любишь того странного скелета из магазина. Эй, Крис, а чё ты улыбаешься? Ты чудик до мозга костей, Крис. Ты что смешного чудила? Ладно, ладно. Просто ладно, ты меня задолбал. Кстати, чай твой хуйня. Но если ты все оплатишь, то я тебя прощаю. Spamton Sweepstakes. 17 сентября 2022 года стартовал аукцион, где разыгрывались различные призы, по большей степени связанные со Спамптоном. Все полученные деньги, а было получено чуть больше вашей месячной зарплаты, больше 150 тысяч долларов США, были отправлены на благотворительность. По мере заработка открывалось множество новых деталей, а именно кастомные странички в интернете, со всякой фигней, невышедшие треки, ответы на вопросы от Спамптона и напоследок детская передача в прямом эфире с объявлением победителей. Ребят, тут правда слишком много всего разбирать, и сам я не справлюсь, поэтому я просто позову Спамптона, чтобы все вкратце объяснил. Настоящий мальчик, большая шишка. За крокерсы дети платили больше. Сделка бесплатна. Ради пипис равно 0. Я получил удалено, а вы были довольны, покупатель. Увидимся. Время ожидания. Укажите время. Всем успеха. Клиент доволен. Лучше и не скажешь. Dragon Blazers. Компьютерная игра в мире Дельтаруна, о которой мы слышим на протяжении всей игры. Игра была основана на властелине Молота, который в свою очередь основан на пророчестве. Правда, к сожалению, мы почти ничего не знаем об игре и не можем сделать себе спойлеры пророчества. Известно лишь, что существует по меньшей мере 3 части, и что в игре существует боевка, похожая на Дельтарун, то бишь игра-то ролевая. Еще мы знаем, что во второй части присутствует злой путь, в который играла Ноэль в тайне от родителей. Забавно, что в Дельтаруне она как раз один из антагонистов злого пути, что как бы намекает. А еще у Бёрдли есть лимитированный блевотный пакет от Dragon Blazers. Gonor Maker. В файлах игры на момент опросника существует файл под названием Gonor Maker, смысл которого склеивать голову и туловище персонажей. Гонор можно перевести как обреченный, но при чем тут это? В Undertale приставка Гонор встречается у пары секретных NPC, а именно у серой девочки Моллюск и у серого монстренка. Серая девочка расскажет нам о Сьюзи, которую мы скоро встретим, после чего пропадает со звука последователя Гастера. Стоит отметить, что ее добавили за месяц до выхода первой главы, и что она как-то связана с загадочным человеком. С монстриком все посложнее.
Он поделится мыслью, что мог бы существовать мир, где нас бы не присутствовало, но все бы прекрасно обходились без нас, и что эта мысль его пугает. Но не настолько, чтобы пропасть, поэтому он будет стоять на месте. Опять же, он явно намекает на Дельтарун, и тоже связан с загадочным человеком. Мы же в начале игры создаем еще одного персонажа, который будет связан напрямую с Гастером. Но больше этого я не скажу. А то я уверен, вы и так написали много комментов, что моя трактовка неверна, и т.д. и т.п. И вообще я не прав. И вообще, так хватит писать плохие комментарии о том, что что-то не точно, да пожалуйста. Дес — это рыцарь. С чего я взял? Ну, во-первых, у рыцаря есть рога. Причем не обычные, а максимально похожие на рога семьи Холидей. Во-вторых, Дес пропала без вести. А в этом маленьком городке весьма сложно потеряться надолго. И весьма вероятно, что ее так же, как и героев, случайно засосала в темный мир. В-третьих, она левша, ровно так же, как и рыцарь. В-четвертых, она умеет атаковать битой. У рыцаря, конечно, меч, но факт остается фактом, что у ДС будет продолговатое оружие в темном мире. Ну и, наконец, то, что Крис атакует рыцаря слабее остальных, понимая, что это его подруга детства, которой он не желает зла. Все эти теории можно опровергнуть, но Дес остается самым популярным кандидатом на роль злого зла в этом мире. Рыцарь Папайрус. Фух, надеюсь, вы не повелись моему жесткому троллингу пунктом выше, ибо ну супер очевидно, что принц это Папайрус. Смотрите, во-первых, они оба любят смеяться. Во-вторых, мы нигде не видим Папса всю игру. В-третьих, это будет гениальный хук. В-четвертых, Папайрус может быть очень сильным, что мы можем видеть, если его оставим в живых, в отличие от его брата. В-пятых, Папаня довольно высокий, примерно такой, как рыцарь. Ну, все. На то, что это Дес, есть всего 4 указания, а на Папайруса целых 5. А вы только попробуйте сказать, что я не прав. Анонс новой главы. В преддверии выхода новой главы в Твиттере и Blue Sky всегда был уникальный анонс в виде большого количества твитов. Они были написаны якобы от лица Гастера. Вот, например, что он написал в преддверии выхода 3 и 4 главы. Блог Ноэль. Во время аука Спамтона можно было открыть ссылки на закрытый блог Ноэль, в котором она по большей степени рассказывает про свою любимую Dragon Blazers и не менее любимый Cat Patters. Слава зеленому Гастеру нам говорилось не только о несуществующей игре, а также присутствовали личные странички, где Тоби писал фанфики по игре. Нет, не тот пункт. Где Ноэль рассказывает о разных историях до начала сюжета. Например, как Сьюзи задирает Криса, а также про то, как Крис играл на пианино у нее в гостях. К сожалению, там не так много интересного, но я верю, что со временем идея будет жить, и мы будем видеть новые посты от нашей любимой оленихи. Чара в Дельтаруне. Это, наверное, буквально первое, о чем я подумал, как только открыл игру. Лол, мы играем за Чару? Все дело в том, что внешне Чара из Undertale очень похожа на Криса. Еще больше походит на Криса неиспользованный спрайт Чары из подземной сказки. Но прямого упоминания Чар в Дельтаруне в настоящий момент времени нет. Личность Майка. Майк, выключи свет. Майк, ты меня слышишь? Майк, да ты вырубай давай. Майк, ты глупый или что-то? Тенна прав. Майк явно что-то с чем-то. Но вот на данный момент времени мы не знаем, существовал ли он вообще. Видите ли, в начале 4-го акта мы можем попасть в комнату Майка, в которой будут 3 псевдо-Майка, которые лишь притворялись им, чтобы не расстроить Тенну. Ну а где тогда True Майк? И был ли он вообще? Есть одна теория, что Майк еще как существует, потому что во время одной из мини-игр мы можем увидеть друга и слушать нарратив свободы. А я не думаю, что 3 дурачка действительно как-то связаны со осколками кристалла и так называемой свободой. Из-за того, что в этой же комнате есть друг, то, возможно, Майк это и есть друг, но с уверенностью это сказать я не могу. Известно, что в 5-м акте 3 псевдомайка снова будут присутствовать, и там уже точно станет ясно, Майк это теория, высмеивающая теоретиков, либо очень важный персонаж. Дельтарун пришел во сне. Знаете эти бумерские мемы про «мои сны при температуре 40»? Так вот, у Тоби Фокса такой был, и там он увидел концовку Дельтарун в 2011 году. Ему так понравилась идея, после чего он решил реализовать игру, начиная с 2018 года по сей день. Есть ошибочное мнение, что весь Дельтарун полностью был придуман в то время, из-за чего персонажи Undertale каноничны только в мире Дельты. Но Тоби упомянул, что увидел не концепт, не визуал, не боевки, а именно сюжетный финал. И понятное дело, что с Undertale ничего общего нет. Это уже потом он, как отдельный проект, сделал подземную сказку, после чего дошли руки реализовать мечту. Не будьте как Тоби, не болейте с температурой, особенно без выгодного больничного.
Что? Интересно? Я знаю. Поэтому я для вас подготовил 5 дополнительных фактов, которые не вошли в этот ролик. Прямо в моем телеграм-канале. Ссылка в описании. 1, 2, 2, 5. Повторяющееся число на протяжении всей игры. По типу 143 в Амуре. Известно, что это дата Рождества, 25 декабря, что указывает на прямую связь с семьей Рогатых. К слову, в особняке у королевы в комнате Нуэль на календаре Вечное Рождество, а второй родительский контроль в мире телевидения закрыт кодом 1225. Снова связь с Холидеями, так как Дэс любил смотреть этот запрещенный материал. Крис потеряет свою руку. В игре есть странные намеки на то, что у Криса скоро не будет руки. В одном из диалогов Сьюзи упоминает, что будет сражаться так долго, как Крис не сможет оказать руку помощи. Смотря сквозь секретный автомат с шариками, Крис не увидит свою руку. В описании колонок в комнате Дэс указано, что однажды протагонист проснется без руки. Это очень странно, но, как упомянул один комментатор, это фейк, потому что без руки Крис не сможет играть на пианино. А от себя добавлю, что не сможет отбивать пятюню Сьюзи. Старик — это Герсон. Я, честно, не понял, что значит этот пункт, но... Не слушайте этого дурака, он даже не умеет читать на английском. Ну а так, не судите его строго за ошибки. Каждый имеет право видеть по-своему те или иные вещи. Это вроде как называется мировоззрение. Правда, дефолту невдомек, это на английском. Я очень стар. Рамбо должен был быть секретным боссом. Давайте на всякий пожарный напомню, что все секретные боссы становятся сильными и безумными благодаря теневому кристаллу, который дает Темный Рыцарь. В первой главе это Джевил, во второй Спамтон, в четвертой Герсон, а вот в третьем никого нет. Вместо этого там сам Темный Рыцарь. В речи ожившей розетки Рамбо присутствует много отсылок на секретных боссов, а также упоминается та самая свобода, свойственная всем обезумевшим, что вполне может намекать на то, что если бы мы пришли чуть раньше, то Рамбо бы не окаменел, а пытался бы нас устранить в закулисье. Но вместо этого мы получили заочно проигрышную либо очень сложную битву. Отношения Спамтона и Тены. У них очень простые отношения, все показано в этом видео. А на самом деле все чуть запутаннее. Однажды Спамтон пришел к Тенни и хотел заключить с ним сделку. Тенна научит его технологиям, а Спамтон расскажет ему секрет хайпа. И вот оба стоят на расстоянии протянутого пиписа, как вдруг Спамтону звонят. Дело, видимо, настолько срочное, что маленькому почтальону пришлось сбежать. Тенна же остался в дураках и с тех пор считает Спамтона злым предателем. С тех пор Спамтон попробовал возобновить контакт, но Тенна немного... Санс из Дельтаруна. Да, звучит как очередная теория, основанная на том, что Дельтарун был придуман до Андертейла. Но тут есть что-то еще. Как вы знаете, за весь Андертейл лишь один монстр кровоточит — Санс. В Дельтаруне же кровоточит Сьюзи, чему никто не удивлен. Следовательно, в Дельтаруне у монстров есть красная кровь. А это означает, что Санс Андертейл на самом деле Санс Дельтарун, либо же это был просто кетчуп и никаких телепортов из игры в игру нет. Третий уровень. В игре Путь Меча присутствует два мира. Один из них это остров, а вторая пустыня. Оригинальные игры находятся за кулисье, а вот переделки показаны на больших экранах на часе ТВ. Третьего уровня, как может показаться, нет, но мы можем поиграть в его оригинал, получив 2 раза оценку S. Мир представляет из себя кибергород, в котором скрывается зловещее подземелье, где сидит носитель мантии и много монстров. Это все понятно, но мало кто знает, что по начале задумки должен был быть третий уровень на часе ТВ. Он должен был называться ТВ Трополис, и локация почти полностью готова и не была выпущена исключительно, чтобы не затягивать геймплей. Но я вас тут собираюсь затянуть и расскажу в подробностях, что там было. Вот такой я злодей. Мы начинаем у входа в здание, которое закрыто 2 буквами Q, наподобие 2 букв B в первой сцене. Пройдя вниз и влево, мы попадем в магазин, где будет Пиппинс, который готов все отдать бесплатно, кроме своего раба, которого он продает за 100 очков. Потом будет комната с золотым Тенной, в которой определенно никого нет. Дальше враги, а следом викторина, решив которую мы получим заветную Q. Далее мы пройдем в городскую пустыню, где есть натуральные кактусы, а после нее подворотня, где все веселье начинается. Но Тенна решает, что нам и так слишком весело, и отменяет веселье. Отодвинув один из кактусов, мы пропадаем в подземный проход на остров, где мирно себе спит викторина в своей привычной среде обитания. Ура, мы нашли обе Q! Пора приплыть в стартовую комнату.
и узнать, что мы все это время были у входа в студию Тенны. Это рекурсия, дорогие друзья. Но вот справа нас будут ждать ворота, где опять надо 2 Q. Маленькая Сьюзи не выдержала и сказала, что ее доконали эти загадки, после чего Тенна гениально добавила еще 18 Q для входа, что гарантирует бесконечное веселье. Но, увы или ах, Сьюзи залила свой контроллер йогуртом, вызвав короткое йогуртание и досрочный конец раунда, и переход к физическому испытанию, которое дошло до конечной игры. Фух, пытался как можно подробнее, но кратко рассказать. И это заслуживает вашего лайка, репоста и подписки, а то я давно вас так не байтил. Асгор в 5 главе. На момент выхода видео 5 глава все еще не вышла. Однако, судя по одному из изображений в пророчестве, там будет Асгор с припиской «Цветочный мужчина в укромном месте пленен». О том, где может происходить 5 глава, я расскажу позже. А пока что мы точно знаем, что там будет Асгор. Deltarune Tomorrow. С момента анонса 3-го акта его перенесли несколько раз. И как-то сам собой образовался мем Deltarune завтра. А все потому, что несколько раз эта фраза не сбывалась из-за переносов. Все продолжалось до того самого момента, когда таки вышел 3-й и 4-й акт. Но этот мем будет жить до завершения 7-го акта, а может быть и позже. Потерянный в коде. В коде игры присутствует несколько строк, которые идут друг за другом. В них написано послание от неназванного персонажа. Цитата. «Я начинаю терять ход времени. Прошли дни, часы. Если бы мне кто-то сказал, что прошли, я, может быть, и поверил. Раньше солнце просыпалось, и столько прекрасных вещей происходило, которые давали значение времени. Вещи, как завтрак или поздний просмотр телевизора. В этом месте я больше не ем и не пью. Я не могу сказать, сплю я или нет. Я даже не могу сказать, мертвый я либо живой. Тут ничего, помимо повторяющейся темной тишины, за исключением некоторых шумов, скрипящих звуков, которые я иногда слышу. Звучит безумно, но я даже думал, что никто меня не услышит, когда я слышу этот звук. Я думаю, что кто-то меня слушает, кто бы ты ни был. Спасибо тебе». Вот такая жуть. Кто же это был, неизвестно, но выводы стройте сами. Спам больших выстрелов. Во время битвы со Спамтоном Нео вы можете стрелять. Спасибо за внимание. Во время битвы со Спамтоном Нео вы можете стрелять маленькими выстрелами, либо же нажимать кнопку и отпустить, выстрелив большой шишкой. Однако есть один популярный баг, при котором вы сможете спамить большими выстрелами. Для этого надо зажать Z и Enter, однако Спамтон это заметит и разозлится, после чего станет наносить в 10 тысяч раз больше урона. Ладно, это не в 10 тысяч раз, это количество ваших смертей при попытке выиграть таким образом. Приветствую, горячая мама. Всегда хотел, всего за 99 центов, узнать, как ты выглядишь горячо. Мы знакомы? Это нормально, что ты меня пугаешь? Конечно, все письма прочитаны. Горячая мама, предложить сделку. Какая сделка? Мне позвать Ральзея, чтобы он тебя вылечил? Нет, вызов отклонен. Я просто хочу к тебе на ручки. Ты, будучи хрен пойми кем, хочешь, чтобы я не убежала в панике, а взяла тебя на руки? Да, успех гарантирован. Это было бы смело. Я же не трусишка. Да, конечно. Иди сюда. Горячая мама, Ноэль, любит меня. Свобода. Надо было сказать нет. Сделка, продукт не был возвращен. За 0 кромеров, выгода плюс-плюс, была совершена. Горячая мама, я рассказать тебе, время равно деньги. Следующее. Тенна — это муравей. Возможно, вы не заметили, но наш любитель шоу является муравьем, что можно увидеть по его антеннам, которые напоминают усики муравья. Ну и, конечно, в старых концепт-артах у Тенны есть 6 конечностей, как и у всех насекомых. К тому же, на английском его имя — это игра слов, а именно господин Ант, муравей, Тенна, антенна. Что, к сожалению, не переводится на русском в виде каламбура, поэтому я и засунул этот пункт так низко. Тоби Фокс озвучивает персонажей. Тоби Фокс, как оказалось, не просто спал и записывал сон. Он еще и озвучивал своих же персонажей и отправлял своей команде, которая все за него делала. Известно, что он озвучил Королеву, Таска и, скорее всего, также Спамтона и Джевила.
Что ж, достойны похвалы. А теперь пошел озвучивать героев 5 главы, живо! Корни. Очень подробная и сложная теория, объясняющая значение слова roots на русском корни в разных местах игры. Если я углублюсь в эту теорию, то ролик будет еще дольше, чем он есть. Поэтому рекомендую посмотреть вот это видео. Правда, для этого вам пригодится английский язык, к сожалению. Пропуск с дверью во 2 главе. До обновления выхода 3 и 4 главы существовал баг, при котором можно было за считанные минуты дойти до замка королевы. В локации, где проход наверх закрыт силовым полем, справа от него будет робот, который будет торговать бубликами. Покупаем у него и спамим на действие, смотря наверх. Экран потемнеет, а мы сможем продолжить с ним диалог заново, после чего убираем левый вариант и телепортируемся в замок. Словно мы дошли к рабочей двери и зашли в нее. Хотя по факту ее тут нет, и это просто баг, который пофиксили. Kano Tears. Kano Tears — это автор оригинального дизайна Лансера и остальных персонажей мастей. Он нарисовал свои игровые карты еще в 2012 году, на что обратил внимание Тоби Фокс и начал с ним сотрудничать, в дальнейшем добавив ее персонажа в свою игру. F1. Во время боя со Спамптоном вы можете нажать F1 для помощи. Как именно она работает, пожалуй, он вам сам объяснит. Кнопка, он сказал F1, призывает вам друга, большая шишка друг, который как Пипис, скользкий почтальон, вылечит вас на здоровье равно бесконечность. Не благодарите, лимит равно битва равно 1. Очень доходчиво, спасибо тебе большое. Автомат жвачек. По мере прохождения 3-го акта вы наверняка наткнетесь на автомат со жвачками. Я на него особого внимания не обратил, но на самом деле из него может выпасть очень много всего. А именно 50 очков, 100 очков, 200 очков, делюкс, ужин, золотая статуя Тенна, имбирный страж, лансер, светоосковок, собачий довар, ТВ-бурда, ТВ-ужин, фортуна, вип-буфет, возрождающийся мятный леденец, галстук Тенны, максимальное напряжение, синий бантик. Фух, ну как вы поняли, ничего интересного. Т-ранг и З-ранг. Во время игр Тенны можно получить наивысший ранг. Ранг S, куда мы все катимся для получения теневой мантии. Но на самом деле он не самый высокий ранг. Есть еще ранг Т, который открывает доступ в секретную комнату, справа от всех обычных комнат и рангов. Там нас будут ждать Тенны в Т-позе, а в конце сказ про Т-позу. Есть же и самый низкий ранг, ранг З, который вы даже, наверное, где-то видели. Он нам меняет раздевалку на нищую, маленькую и пыльную, где мы можем увидеть телефон, сильно похожий на телефон Спамптона. Оттуда мы также можем попасть в закулисье, как и при достижении С-ранга. Второй папа. А почему ты не работаешь в магазине? Не любась в торжище пробывать, но веселье чините гораздо. А где тогда я смогу купить крутой самокат? Самокат зло есть, против воли благой и безо всякой спокою, ради тя, в огне в глаголю. Я хочу самокат, чтобы я был на велосипеде, а милый мальчик у Сами был на самокате. Не вегла сиси, а чем ниже себе не быть тем же червем, яко отрок оный, ибо единый есть естеством своим. Купи мне, а то я скажу королеве, что ты притворялся лампой в ее комнате. Скутер, яко вихрь, обращается куплен под зрачком ока смердящего. За 2 салона крепче. Теория пыли Азриэля. Очередная шизотеория, на этот раз про Ральзея. Вы никогда не задумывались, каким образом Ральзей единственный темный, который может путешествовать по всем темным мирам и не окаменеть? А все дело в том, что во время входа Криса в любой темный мир у него кое-что есть, а именно зеленый свитер, который уж очень напоминает свитер Азриэля из Андертейла. Так как Азриэля нигде не видно, судя по теории, его нет в живых, а его свитер является памятью о нем, на котором еще зачем-то есть прах самого Астрика. Крис за всю игру ни разу не снимал свитер, и поэтому это однозначно единственный предмет, который есть во всех темных мирах. Как-то так, если не вникать в подробности. Оригинал имени Герсона. Старику-черепаху зовут Герсон Бум, и у этого имени есть небольшая история. На одном из турниров Super Smash Bros. Произошла одна невероятно медленная битва 2 игроков, а именно Супер Бум Фан и Герсона. Битва длилась 50 минут, из-за того, что оба игрока спамили защитой вместо атаки. По итогу Герсон черепаха из-за его супермедленного боя, а имя и фамилия в честь обоих участников. Теория Вуди. Старая теория, которая сильно форсилась до выхода 3 и 4 главы.
На тот момент игроки не знали, что их ждет в третьей главе, и судили только по намекам и теориям, придя к выводу, что это будет ТВ-шоу, что, кстати, случилось. Игроки узнали от Тобби, что должен был быть момент с вестерном, но его пришлось закрыть, что наводило на мысли, что локация вестерна будет заброшенной и секретной, где и будет секретный босс. На тот момент был один персонаж, который не давал покоя игрокам, а именно друг, о котором было еще меньше инфы, чем сейчас. И поэтому все думали, что боссом третьей главы будет друг из заброшенного вестерна. Кто-то в шутку, а может и не очень, предположил, что этим другом будет Вуди из истории игрушек, из-за песни про лучшего друга. И кто-то правда в это верил. По итогу никакого Вуди в игре нет, а в качестве издевательства третий псевдомайк является высоким ковбоем, что намекает на эту дурную теорию. Концепты секретных боссов. Все секретные боссы были придуманы задолго до релиза игры, и сейчас я вам покажу их старые дизайны. История Джевила начинается в 2012 году, и его самый ранний дизайн напоминает колобка с огромной пастью и шляпой из шута. Этот дизайн был разработан не Тоби Фоксом и даже не Тэмми, а Кано Тайнс, о котором я упоминал выше. История Спамптона намного более запутана, и нету однозначного ответа, какой дизайн был самый первый. В 2024 году Тоби Фокс показал арт удаленного безумного пиштальона, а как мы знаем, Тенна называет Спамптона пиштальоном, и поэтому логично предположить, что это его ранний дизайн. Также в официальном артбуке Undertale есть персонаж, чье имя замазано, а учитывая его внешнее сходство, а также любовь Спамптона выдавать ошибки и цензурить, вполне вероятно, что это его ранний дизайн. Ну и напоследок существует концепт арт Аддисонов. Держим в уме, что Спамптон тоже Аддисон, и замечаем, что существует сходство. Я не буду гадать, кто был первым, Пипис или Крокер, решайте для себя сами. К сожалению, как бы я ни искал, я не нашел ни одного концепта Ракочешего рыцаря. А вот Герсен был основан на одноименной персонаже из Undertale, поэтому возьмем во внимание концепт для подземной сказки. Но тут все скучно, потому что Герсен вообще не изменился с первого концепта арта. Первый концепт королевы. По начальной задумке королева должна была быть пафосным злодеем, но что указывает ее старый концепт арты, где ее шлем слегка отличается, а конкретнее у него было, черт возьми, 17 вариантов. Но Тоби решил остановиться на самом приземленном из них, и не прогадал. Однако и сам характер королевы стал не таким серьезным, а скорее наоборот комедийным. Блин, у меня не получается решить пример. Ха, спасибо, что сказала. Теперь я могу показать тебе свой ум. Спасибо. Знаешь, дорогая Ноэль, я за все время решения математики с тобой ни разу не получил меньше 5. А мы учимся по пятибалльной системе. Круто, поэтому командная учеба рулит. Давай все-таки позовем еще кого-то, например, Джокингтона. Исключено! Этот дурак не прекращает завидовать мне и смеяться надо мной. Я не позволю ему стать умным, как я. Но он же просто говорил про то, что любит KFC. Ты хоть себя-то слышишь? Ну да, это было не оскорбление, лол. Меня в интернете и не так оскорбляли. Наэль это равно большая мама. Да, конечно, как будто тебе до меня далеко. Мне кажется, урок окончен. Но мы тут сидим всего 3 минуты. Этого достаточно, чтобы все понять. Не надо было говорить, что у меня есть друзья в интернете. Это, наверное, его обидело. Какая я дура. Большая мама, 2 пиццы по цене одной, явно недовольна. Во всем виноват, правда? Пипис и птиц Бёрдли. Пиксель при борьбе с боссами. Ну да, я придираюсь до самых пикселей, буквально. Во время битвы с королем Пик между Сьюзи и Ральзеем будет присутствовать черный пиксель. Любой нормальный человек этого бы даже не заметил. Но я не так прост, как кажусь. Я предполагаю, что этот пиксель — это муравей, последователь Гастера, который наблюдает за нашей битвой с королем Пик и все докладывает Гастеру, чтобы тот направлял Ракочущего рыцаря открывать порталы и уничтожить мир. Как вам моя теория? Поставьте ей 5 звезд в комментариях. Спасибо. Теория второго голоса. Во время нашего проигрыша некий голос с нами говорит и спрашивает, хотим ли мы продолжить, либо мы сдаемся. После чего мы начинаем битву заново, либо продолжаем игру с последнего сохранения соответственно. Этот голос также нам встречается в самом начале игры, когда мы создаем персонажа. Но из-за различий в шрифтах существует предположение, что с нами говорит другой персонаж, второй голос. Насчет того, кто такой первый голос, большая часть комьюнити сходится с тем, что это Гастер.
А вот, судя по теории второго голоса, с нами говорит кто-то другой. И из всех кандидатов больше всего подходит сам Крис, как обладатель души, за которую мы играем, и обладатель тела, сосуда, в котором находится душа. Он нам прямо говорит, что мы не вольны решать его внешний вид и личность, что еще более подтверждает теорию второго голоса. Потому что мы играем не за самого Криса, а за душу в нем. Спрайт и руководство. На протяжении игры Ральдей будет нам нативно пихать свое бесполезное руководство с обучением, как нам играть. Я надеюсь, вы, так же как я, выбросили его при первой возможности. Однако в файлах игры существует несколько проработанных концептов с содержимым этой книжки. И на удивление, там очень много ценной информации о разработке игры. Первая страница насыщает очень слей розовой обложкой, из которой мы узнаем, что действие игры происходит в 20-х годах. Во второй странице Ральдей пишет, что не знает, кто будут его друзья, но он все равно рад знакомству с ними. В следующей странице мы узнаем управление, которое подверглось легкому изменению. Раньше на кнопку X можно было выйти из диалога в верхнем мире, а также была загадочная кнопка W, которая, судя по описанию, ничего не делала, но почему-то была записана. В следующей странице мы увидим бессмысленную таблицу с описанием масла, снизу от рта с маслом. Из следующих двух страниц мы узнаем, что ранее можно было завязать диалог вне битвы с одним из героев, а также видно, что иконка экипировки подверглась изменению. В следующих двух страницах указаны действия во время битвы, которые вообще не изменились, но вот иконка надоедливого пса — это что-то новое. Далее описано, как надо атаковать, а также дружеское напоминание брать перерыв от компа каждые 2 часа. Кстати, эта механика дошла до релиза, и если ваша игровая сессия дольше 2 часов, Ральдей скажет, что пора отдохнуть. Далее представлены 2 пустые страницы для заметок, а в конце арт Ральдея, которому не терпится нас встретить. Ну, впрочем, как я и говорил, надо выбрасывать при первой возможности. Glacier. В саундтреке игры существует орфографическая ошибка. Слово «ледник» на английском пишется не Glacier, а Glacier через C. Эта ошибка не случайна и отсылает нас к одноименной песне из любимой Тоби игрой Brandish 3, где существует ровно такое же неправильное слово. Также в блоге Ноэль это слово пишется с ошибкой. Рекорд Батата. В комнате майков из 4 главы есть 3 мини-игры, которые мы можем активировать, вставив майка в проигрыватель. Первая мини-игра называется Батат, и там нам предстоит за душу летать в космосе, ловить котов и избегать метеориты, получив за это очки. Так вот, один безумец каким-то образом набрал в этой простецкой мини-игре 300 миллионов очков, повторюсь, 300 миллионов! При этом все задокументировано на часовой ролик на ютубе. Я набрал 4000 и думал, что это неплохо, а тут вот такое. Теория грузовика скоро. Пожалуй, самая популярная теория по Дельтаруну, так как она вышла далеко за пределы фандома, а анимация залетела на 20 миллионов просмотров. Теория заключается в том, что Асгор сбил Десна с грузовике, и у этого даже есть несколько подтверждений. Во-первых, Асгора уволили с должности полиции после некого недосказанного инцидента. Во-вторых, Асгор едет на большом пикапе. В-третьих, олени часто сбивают грузовики. Ну да, как вы поняли, это не теория, а скорее шутка, но зато трек про это просто бенгер. Так, дед, пока все отошли, что ты от меня хотел? Я хотел сказать только одно. Говори, я слушаю. Только одно. Ну, говори уже, ты что хотел? Все дело в том, что забыл, что хотел сказать. Ты издеваешься? И что мне сказать друзьям? Почему я отстала? Скажи, что заигралась в Dragon Blazers. Как же ты меня бесишь, старый пенсионер. А вообще, я хотел сказать, что ты большая молодец. Если будешь так же стараться, дойдешь до уровня мха в моем подвале. Это комплимент? Мох воняет, поэтому да. Лазерные пушки. Пару пунктов назад я упомянул про выдвинутое руководство в Ральдее. Там была кнопка W, которая ничего не делала. Но в конечном итоге она попала в финальную игру. Правда, способ ее применения невероятно неочевидный. Надо нажать эту клавишу во время первого физического задания, где при нажатии W на шкале звезд появятся лазеры и взрывы. Ну, это, конечно, W плюс Inspect плюс Reputation, но лично я бы никогда в жизни об этом не узнал, если бы не это видео.
1997 bigshotcommercial.org. Что значит 1997? Я тоже не понимаю, но ответ есть. Это реклама, смотрите! That's it. It's time for a big Oh yeah, y'all, we do need a big shot. We need a big shot. You need a big shot. Если Спамптон это не спонсировал, то я не знаю кто. Мерч фанатского босса. На Дельтаруне есть буквально пару десятков фан-боссов, но вот один из них возымел особую популярность. Его зовут Петали, и у него есть своя интересная история. Петали был цветком, за которым ухаживал Тена, и делал это крайне посредственно, до такой степени, что цветок перерос свое шоу и перестал быть интересным, после чего был беспощадно брошен телевизором. Петали продолжал жить в одиночестве, разговаривая цитатами из своих шоу, пытаясь прикрыть свою неактуальность чрезмерным гримом, желая закрыть глаза на проблему своей неактуальности и повернув время вспять. Однажды Петали находит осколок темного кристалла, который ведает ему о свойствах души сохраняться и перезагружаться. И тут он понял, если он завладеет душой, он сможет вернуться в свой прайм и снова стать актуальной звездой. Вот такая вот красивая история настоящего секретного босса 3 главы. И мне она нравится. И вам тоже. Ну хотя бы отчасти. Ну подыграйте, а? Потому что по нему даже есть мерч. И люди реально покупают Петали. И такого я, пожалуй, еще никогда не видел. Чтобы покупали мерч по несуществующему персонажу. Ноэль, мать Спамптона. Спамптон называют Ноэль большой мамой. И вы не поверите, даже тут нашлись люди, которые пытались найти этому доказательства. Во-первых, Ноэль выглядит как ангел, и этот мотив повторяется на протяжении 2-го акта, в то время как у Спамптона Нео есть ангельские крылья. Во-вторых, они оба связаны с религией. У Ноэля религиозная семья, а Спамптон пару раз упоминает тематику небес. В-третьих, во время Странного пути Ноэль является марионеткой в наших руках, в то время как Спамптон буквально марионетка и тряпичная кукла. Ну и напоследок Ноэль чувствует необъяснимую ностальгию к магазину Спамптона. Короче, я все доказал, все теории правдивы, Туби Фокс гений, идем дальше. Коробка шоколадных конфет. Во 2-м акте при побеге зэков-псов Андайн даст нам коробку конфет и попросит передать ее Альфис. У нас есть несколько вариантов того, что можно здесь сделать. Либо дать ее Альфис, на что ученый поблагодарит нас, а мы узнаем, что внутри было оскорбление от Андайн, которое Альфис примет за комплимент. Либо съесть одному и получить одно дополнительное хп. Либо съесть это вместе со Сьюзи, заработать диабет 1-й степени. Ну или же самый неочевидный вариант, использовать коробку, находясь в магазине уборщика Санса. После чего он абсолютно все поймет и вернет на $5 за конфеты, восстановив свое только что разбившееся сердечко. Решайте сами, какой вариант самый романтичный. Докчек. В случае, если вы грязный вонючий читер или даже чистый пахнущий хакер, то при попытке что-то сломать вас встретит вот такая собака вместо игры. А вот нефиг читерить, надо трайхардить до конца. Либо же просто удалить эту проверку с собакой. Таксидерби. Один из главных разработчиков Дельтаруны, работающий с Тоби Фоксом еще до выхода 2-й главы. Он дал идею для клавиши F1 и явно проработал не одну тройку боев. Скорее всего, в этом пункте он упоминается из-за его перформанс-поздравления. В DR Тоби Такси прислал ему прототип боя с королевой, во время которой вылетала ошибка, и появлялось текстовое поздравление от Тоби. Имху очень оригинально и мило. Жду, когда меня также поздравят. Правда, вместо поздравления будет билиберда, а потом будет синий экран для рождения. Источник Рига Рыцаря. Я не нашел стопроцентного подтверждения, но, судя по всему, вопль рыцаря — это многократно замедленный крик Ноэль. А значит, рыцарь — это точно Дэ! Концепт дома Ноэль. Дом Холидев крайне детализированный. Даже странно почему, учитывая, что мы там находимся минут 20 геймплея. И довольно очевидно, что много чего было вырезано и заменено. Мне тут особо нечего комментировать. Старые спрайты, ну, на ваших экранах, да. Спрайт Криса в Undertale. В файлах Undertale существует альтернативный спрайт Фриска, который больно напоминает Криса из Дельты, а также Чару из Undertale. Правда, он меньше, на манер спрайтов из Undertale, в котором люди более минималистичные. Вполне вероятно, что Тоби экспериментировал над внешним видом ГГ в подземной сказке, и по итогу остановился на Фриске, оставив этот спрайт на потом. Что ж, потом настало, господа.
SPR Asgoreo Not Peace. В игре присутствует спрайт с очень забавным названием. Видите ли, в Undertale Асгор поливает цветы. Как-то очень подозрительно. Так вот, Тоби это понял и исправил ошибки. В Дельтароне видно лейку, а спрайт дословно переводится как «Асгор не писает». Очень забавная деталь. Жаль, что в Undertale файл не назван SPR Asgoreo Just Peace. Символизм воды. Вода неоднократно встречается на протяжении всей игры. Темный фонтан называется не колонна, не столб, а именно фонтан. И из него выходит Титан в 4 главе, из его синей версии, которая совершенно похожа на воду. Предсказания имеют водяную текстуру, а также синий оттенок воды. В Странном пути главным символом и компонентом является лед, который, как мы знаем, также состоит из воды. 4 глава вообще забита водяными духами, которым поклоняются ожившие стаканы, и таких водяных намеков в игре еще очень много. Что же это значит? Опираясь на так называемую теорию воды, вся суть которой сводится к тому, что вода символизирует прямое обращение к игроку, проводя его через игру и обучая его, либо же давая намеки, что мы делаем что-то правильно, либо наоборот неправильно. На мой взгляд, притянутая и мутная теория, но я хорошо отношусь к теориям, которые полностью игнорируют Гастера, поэтому пускай будет. Привет, ты же вроде светлый, как ты сюда попал? Стоп, не говори мне, что ты как-то связан с пророчеством. Нет, по-моему, это глупо. В нашем мире же могут быть совпадения, не так ли? Ладно, ты прав, я просто так загоняюсь о фигне. Хотя что мне еще делать, учитывая, что я торчу тут вечность? Да, лучше уже не с жабой говорить, а лучше с кем-то поразговорчивее. Простите, мистер Фрогет, я вас покину. Надо сделать сцену, где снова будет Сьюзи. Душа Сьюзи в бою. Во время того, как Сьюзи воюет с Лансером, по какой-то причине душа летит вправо вверх, а не к Сьюзи, после атаки Лансера. Тоби Фокс указал, что сделал это преднамеренно, намекнув на то, что мы играем не за Криса, а за его душу. Правда, в таком случае выходит, что Лансер атакует нас, а не Сьюзи, что только больше показывает его привязанность к фиолетовой. Название песен у Библиокса. Дам спойлер, что к этому старику мы еще вернемся. Ну а пока хочу заметить, что при использовании действия корректировать при битве с ним будут не случайно слова, а названия треков из игры. При этом стоит заметить, что выбраны только те треки, которые написаны заглавными буквами, а именно Atrium, Sword, Guardian и Gallery. Пиппинс в 1 главе. Никакого спамтона, речь не про пиписы, не про писи, а про пиппинсы. В сцене свержения короля его поймают множество монстров, которым мы успели помочь за прохождение. И среди них будет Рамбы, что немного странно. Понятное дело, что в кладовке спрятались кубики, но вот почему они обрели форму здесь и в том мире одновременно, и зачем они пришли, если мы им как бы не помогали? Но душнить не будем, я думаю, что на тот момент Тоби еще не до конца знал тонкости сюжета. Сильва Гуннер. Псевдоним ютубера, который сделал довольно много для фандома, по части мемов. Так я подумал, когда наткнулся на пункт. Но когда я увидел, что у него 39 тысяч видео, я понял, что тут что-то неладное. Но об этом в отдельном айсберге. А здесь он оказался, так как сделал множество прикольных ремейков и ремиксов на песни из Дельты. Самый первый твит Тоби Фокса. Попробуйте угадать, что там. Упоминание сна, анонс Андертейла, фейс-ревью. Ну, почти. Это фото с неким Сигесато Итой. Я не знаю, может этот человек очень много значит для Тоби, но я так понял, это копирайтер и геймдизайнер. Самое известное, к чему он приложил руку, был мой сосед Тоторо. Ну, то есть не мой сосед, а просто сосед Тоторо. Мадам, почему это в айсберге, я не знаю. Нарисованный Крис. В файлах игры есть странный файл, голубой персонаж, который улыбается, находившийся в файлах Криса. Он не попал в игру, но стал локальным мемом. Люди стали обсуждать, что Крис на самом деле пипец из-за голубого цвета, а также предполагать, что вот он, финальный босс игры. Если это так и окажется, это будет самый внезапный поворот за всю историю геймдева. Единственная дверь. В кибергороде есть секретная дверь, в которую можно постучать. Одна единственная за весь мир. И постучав в нее, вы почувствуете гордость. И я бьюсь об заклад, что среди моих зрителей никто в нее не стучал с первого прохождения. Тело Титана. Во время боя с Титаном мы видим только его голову, которая защищена под огромными крыльями и звездой на месте глаза. Мы видим лишь верхнюю часть его тела, но существует официальный концепт-арт его внешности. Вот такого гигачада вы одолели, поздравляю. Искаженный меч.
В файлах игры доступен крафт искаженного меча, оружие для Криса, которое должно поражать тьму лучше кого-либо. Его можно скрафтить, соединив терновое кольцо и на данный момент несуществующий чистый кристалл. Тем самым вы бы получили меч. Как получить очищенный кристалл, непонятно. Но, судя по всему, по мере победы над секретными боссами, мы сможем соединить осколки и получить его. Окно меняет название. Каждый раз, когда вы заходите в ту или иную главу, то название окна игры меняется. По названию на каждую главу, плюс меню, плюс вступление. Элли. Фанатский персонаж, придуманный пользователем Quacker Waltz. Процитирую ее историю. Элли раньше была одной из самых общительных и дружелюбных девушек в родном городе. Однако это было до смерти любимчика Астриэля и последующего побега ее сестры. Теперь Элли живет в неблагополучной семье, где о ней заботится только отец, а мать потеряла работу и вынуждена работать допоздна. После этого она, похоже, впала в депрессию и перестала посещать большинство школьных мероприятий. Ну вы поняли, Ноэль в компрессии. Не знаю, выйдет ли игра по АУ у этого челика, но надеюсь, что все получится. Из этого может выйти психологический хоррор, а я такие очень люблю. 4 глава должна была быть нелинейной. Перед тем, как выйти в прокат, на страничке игры в Steam была надпись, что у игры одна концовка с подозрительным вопросительным знаком. Это заставило комьюнити подумать, что 4 акт ну явно будет нелинейным, и там будет несколько способов прохождения. Это опроверглось прямым вопросом к Тоби по поводу одной концовки, на что он ответил, что будет только одна, но важен путь ее достижения. В общем, помимо догадок комьюнити, никакой вариативности тут нет, только странный путь, который не влияет на итог. Спор вокруг странного пути. Я, конечно, не ручаюсь уверенно утверждать, о чем речь, но я почти наверняка уверен, что говорится о самой жуткой сцене за всю игру, в комнате Ноэль. Когда игра только вышла, в момент нападения Криса на Ноэль не было битого стекла, а вместо этого была роза, которая закручивалась и оголялась. Как вы поняли, это можно интерпретировать в очень неприятный намек, который я крайне осуждаю, и не я один такой, из-за чего розу удалили, заменив на пиксель. Penumbra Phantasm. Вырезанный трек из Дельтаруна, который ну обязательно должен был играть в каком-то эпичном бою с боссом. Ну, вырезанный, чего бы понять-то. А все куда более печально. В этой песне используется лейтмотив Доктора из веб-комикса Homestab, который нам интересен лишь тем, что Toby Fox работал над множеством треков оттуда. Этот комикс это нечто титанических масштабов, и там было много персонажей. Один из них Доктор, у которого был свой лейтмотив, который звучал так. Да-да, ровно как в треке Penumbra Phantasm. Над этим треком работал целиком Джордж Бузинкай, который скончался в 2018 году. И из-за того, что у Тоби не было прав на песню, а также из его уважения к покойному коллеге, трек не был никуда вставлен и, наверное, никуда не войдет. Старый спрайт Свотча. Свотч — это дворецкий из замка королевы, о существовании которого вы явно забыли. Но помимо замка, он также работает барменом в кафе, где с ним можно поговорить, заменить гостей, купить, либо продать предметы. По существу это все, что он из себя представляет, но при выходе 2 главы его дизайн в мире немного отличался. У него были более ромбовидные очки, красный галстук и множество ромбов на пиджаке. Через несколько недель вышел патч, в котором его заменили на современную модель. А сделано это было, потому что произошла путаница, и спрайт в меню магазина был новый, а в мире был основан на старом скетче, и пришлось все менять. Task Manager знакома с Джевилом. Хозяйка киберкотов Аки их тренер, Task Manager, отреагирует в случае, если на одном из героев будет экипирован предмет хаоса, связанный с Джевилом. Реакция будет не очень довольной, и это логично, потому что диспетчер задач на компьютере максимально упорядоченный и точный, и не любит, когда там сплошной бардак. Зато любит открывать 50 несуществующих вкладок Гугла. Спасибо. Вырезанный зал славы. Помимо 28-го трека, я нашел только вот это фото. Полагаю, что изначально должен был быть сайт с залом славы спонсоров, или типа того. Но это было отменено. Вдохновение Brandish. Brandish — это серия игр в жанре RPG, выходивших в 90-х, которые сильно повлияли на Тоби Фокса. Оно является культовым в своих кругах, и вообще одно из родителей жанра. Во вступительной сцене есть один очень знакомый нам момент. Да-да, пес опять все украл. Тьфу ты, дутый. Нюбер в 1 главе.
Ньюберт легенда. Этот маленький слизень причина, почему 99.99.99.99.99% людей покупают и проходят игру. И если бы он был на превью, то YouTube бы не выдержал и замедлился бы в России. Но, к сожалению, в первой главе его не найти. Но что, если я вам скажу, что за один день перед выходом второй главы команда Фанgamer проходила кастомную первую главу, и там был Ньюберг. Ой, блин. И там был Ньюберт, причем дважды. В первый раз он говорит, что его все любят. Что, как по мне, блеф, потому что его все очень любят. Во второй раз он говорит то же самое, на что Сьюзи говорит «мой пацан». И я с ней, черт побери, согласен. Я так понимаю, ты мой сосед по миру. Что? Ах да, мы в темном мире. Только не говорите ему, что я погиб. К кому ты обращаешься? Я думал, что с Маразом тут я. К нашей публике, конечно же. Ты что, не смотрел реалистичный Undertale геноцид? А, ну конечно я смотрел. Я же Олд ТТ. Чудесно, Майк. Приготовь для этого черепаха арахисовое масло. О, я люблю арахисовое масло. А еще мне положена самая густая сметана. Не шарю. Мне кажется, что у тебя шарики за ролики. Тебе бы к психотерапевту. Майк, не неси кубок. Ты какой-то странный. Давай вернемся в реальность, где тебя нет живых. Нет. Что, Майк мне сказал, что сцена затянута? Всем спасибо за просмотр, господа. Ставьте лайки, а то YouTube... Пусть у тебя монетизацию снесут окончательно, придурок. Эй. Все должны были быть людьми. Я не думаю, что Тоби Фоксу приснился сон, где персонажами были Козленок Фимбой, Годзилла и Синий Пацан. И поэтому очевидно предположить, что все герои во сне Тобби, то бишь и в самой игре, должны были быть людьми. Это частично подтверждается на стриме в честь 6-летия Undertale, где Тобби упомянул, что изначально в Верхнем мире были люди, но идея поселить туда персонажей из прошлой игры была слишком заманчива, посему он отказался. Но если бы все пошло по изначальному плану, то люди бы выглядели примерно так. Пушистый дегенерат. Во время нашего пребывания в городе мы можем пойти в подворотни вместе со Сьюзи, как вдруг мы увидим кота, который скоммуниздил молоко, которое пьет Сьюзи. Последний разозлится и назовет ее пушистым фриком, однако изначально она называла его пушистым дегенератом. Я полагаю, что слышав слово «фури», вы не подумаете о прилагательном «пушистый», а вы думаете об одной культуре. И вот, судя по всему, им не понравилось, что Тоби через Сьюзи назвал их дегенератами. И поэтому Тоби без лишних комментариев поменял их на фриков, то бишь чудаков. Весьма забавно он вышел в ситуацию. Нулевой, 8, 9 и 10 чаптер. Анонсировано, что на Дельтарон будет 7 глав. Однако в файлах игры присутствуют пустые папки с нулевым и от 8 по 10 главы, которые не были анонсированы. Я почти уверен, что это рофл, и никаких глав сверх 7 не будет. Но вот если деньги будут сыпать рекой, то, наверное, Тоби сделает какие-то рофла-главы. Так уж и быть. Стекло вне текстур. На моей памяти в Undertale был лишь один раз, где мы шли над пропастью на появляющихся стеклах. Они являлись путем в жаркоземье к секретному боссу. Мне очень жаль. В Дельтаруне есть один момент, где они также появляются. Во время того, как Герсон спросит нас, в какую сторону пойти, мы можем выбрать влево, указав на пустоту, после чего встанем на невидимые стекла. Этот спрайт также присутствует в файлах первой главы, но нигде не используется. Мерч светлых. Среди всего официального мерча Дельтаруны есть одна особенность, а именно почти полное отсутствие мерча с главными героями в их обычном виде. Да, плюшевые кресты Кимакура со Сьюзи никогда не будут официальными. Тоби это объяснил тем, что хочет посвящать основное внимание персонажам из темного мира, ибо считает персонажей светлого мира скорее инопланетями. В этом сообщении он также поддержал фанатов, которые делают неофициальный мерч с его персонажами, что немного странно. Мне лично кажется, что это блеф, и просто вопрос времени. Думаю, когда игра выйдет полностью, то они получат свою плюшевую форму, ровно так же, как Ральдей. Неиспользованное интро. В начале игры мы создаем персонажа, после чего весь наш тур сливают в утиль и сталкивают с суровой реальностью. После чего мы слышим Туриэль и просыпаемся. Однако, изначально сцена немного отличалась, а именно наличием слов Сьюзи перед пробуждением. Она нас просит проснуться, после чего ее голос смешивается с реальностью, и нас все так же будет Туриэль. Это немного странно, видимо Сьюзи настолько сильно задирала Криса, что ее голос ему приснился, причем в пугающем ключе. Часы сломаны.
Да, часы сломаны, это весь факт. Не так быстро. Во время второй главы в обоих классах часы показывают совершенно разное время. Что же это значит? Это намек? Если заслужить время на часах, получится полночь Рождества, семья Холидей? Не. Тоби просто отзеркалил спрайт класса Альфис и поставил на место класса Туриэль, забыв исправить спрайт часов. Лайк. Лансер умеет ходить. Шок! Оказывается, раньше у Лансера бахилы не были смазаны маслом, и он не только скользил на них. Есть спрайт, где видно, как он передвигается ногами. Вы только посмотрите. Это его первые и последние шаги. За это можно и лайк поставить. Крис в Smash Bros. В игре Super Smash Bros. Вроде как не играл, можно создавать кастомных персонажей и играть за них в мультиплеере. Так вот, из-за какого-то бага после скачивания модельки Криса он станет официальным персонажем из игры. Это произошло из-за какого-то бага или типа того, и, судя по всему, это дикое совпадение. Но зато Тоби таким образом получил бесплатную коллабу с Марио, что могут себе позволить только завидные женихи. Путешественники во времени. 8 марта 2015 года ничего не предвещало беды. Как вдруг Джежидре пишет у себя в Твиттере «Спамтон?» Что? А, нет, погодите. 23 сентября Джей пишет, что не могла поверить, что Спамтон до сих пор твитит. Опа! Что? У меня тоже есть птички. Пользователь А написал Ральзей, а Саеко написал «Добро пожаловать в подземелье». Что? Это как? Игра же еще не вышла, это не может быть совпадением. Я думаю, что это путешественник во времени, и у меня есть доказательства. Пользователь Дерри Риван пишет: в 2012 году Тоби Фокс похитил меня и еще 29 подростков и заставил нас бежать из огромной подземной пещеры, используя лишь смекалку, танцевальное движение и нож. То, что вы видите, это лихорадочные попытки рассказать миру нашу историю, прежде чем он сможет нас найти. Мы потерпели неудачу. Все расставлено по полочкам. Путешествие во времени — это правда. Доказано. Город Пипи. В файлах игры присутствует тестовая анимация, которая называется «Город Пипи». Я буду ее слишком долго описывать, поэтому просто смотрите на это. Хартач — это песня Джевила. В своем легендарном посте о том, что идея Дельтаруна пришла во сне, Тоби Фокс пишет, что некоторые треки, которые он включил в Undertale, он планировал изначально использовать для Дельты. В пример, он дал песню «Больное сердце», которая играет при битве с Туриэль, и сказал, что она должна была называться «Битва Джокера», что, ну уж слишком очевидно отсылает нас к Джевилу. Но, по-моему, даже хорошо, что это доставит Туриэль. Мне очень нравится нынешняя тема Джевила. Сакуя в зыбучих песках. В сообществе игр и аниме Хигураши есть вот эта картинка, где одна из героинь тонет в зыбучих песках. Да, это весь мем, оборжаться просто. Однажды Тоби ретвитнул этот мем и сказал, что потом воспользуется этим. Гробовая тишина продолжалась вплоть до выхода 3 главы, где в игре Тенн Сьюзи кидает Ральдея в зыбучие пески, а справа сверху появляется картинка из мема, где вместо анимешки плюшевый Ральдей. Что бы вы делали без этой инфы, я не знаю. Наверное, бы сэкономили пару минут жизни. Звучит логично. Бой с взбуч-машиной. Во время того, как мы строим взбуч-машину по надиранию нашей задницы, мы с ней не сражаемся, потому что ее дизайн отстой, из-за чего ее взрывают. Но поначалу все было не так. Поначалу мы сражались с машиной из картона, в котором прятались Сьюзи и Лансер. Мы не знаем, какие у них были атаки, только известно название одной из них — Стена из Пик, а также известный брутальный вид и праздный вид. От идеи отказались, потому что Тоби было впадло, и он забил на еще один бой. Что ж, очень честно с его стороны. Очень честно с его стороны, скобочка, улыбочка. Ты так увлеченно все это рассказывал? Я правда многого не знала о Дельтаруне. Горячая мама удалено. Я люблю твоя 18 заинтересованность. Да, я, черт возьми, люблю узнавать инфу в интернете. Когда я не занята учебой, я в основном таким и занимаюсь дома. Ложь ты, тик-ток, every день. Инфа равно ложь, пипис и перехват, крокеры пропали. Эти крокерсы, а не крокеры. То есть, черт, кромер я имел в виду. Спасибо, что выслушала меня. Я, может, и выгляжу, и веду себя как чокнутый, но по существу я все это время хотел, чтобы кто-то услышал все это. Я просто хочу рассказать миру то, что я узнал, дабы поощрить эскапизм, не вынуждать всех страдать в этой суровой реальности, в которой мы все обязаны находиться. Я, пожалуй, пойду. Спамтон равно пошутил. Ха-ха-ха. Не уходи. Ха-ха. Зато я большая шишка. Боль. А она глупая. Абсолютно права.
7 главы не будет. Во время боя с Герсоном Черепах упоминает, что он пока не написал 7 главу «Властелина Молота», в то время как остальные 6 опираются на легенде о Дельтаруне. Существует теория, что раз 7 книги тупо не существует, то логично, что 7 главы не будет. Я вас призываю быть реалистами и не забывать, сколько денег с мерча и распространения можно получить, выпустив одну дополнительную главу. А что за школьный проект? Смешно, что вроде бы настолько поверхностная тема на такой глубине, потому что ответ невероятно прост. Крис не знает, и ему посрать, он спасает мир. Какой максимальный урон? Барабанная дробь. 6, 4, 5, 8, 9, 0, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 0, 5, 7, 9, 0, 5, 6, 4, 8, 9, 3, 0, 5, 0. Дальше будет краш. Конечно, его получить не так уж и просто. Для этого мы берем Ноэль, экипируем ей самое простое морозное кольцо, после чего идем в комнату с двумя бегающими по кругу врагами и замораживаем одного из них и щадим другого. После чего перезаходим в комнату и так до бесконечности. К сожалению, у магии Ноэль есть предел, и лимит это 3009. Но вот у ее атаки предела нет, и поэтому мы можем бесконечно перезаходить и усиливаться. Простите, я вас немного обманул. Этот баг пофиксили. Теперь самый высокий урон это жалкие 3000 в бою с Титаном. Но ранее у него не было предела. deltaron.com him.png. Если вы поищете в поисковике следующую ссылку, то вас отправят на сайт, где будет лежать Тоби Фокс и спать. Но вот до релиза первой главы там была надпись с шифром Гастера, в которой было написано: «Этот эксперимент кажется очень интересным. И тут растают в небе». Оригинальный Старвокер. Старвокер очень крутой, но агенты Моссада смогли расшифровать тайное сообщение через код Морзе шрифтом Роршаха на светодиодных волнах от пульта Тоби Фокса. Там было показано, что оригинальный Старвокер был не желтым, а белым. Я все. Это, конечно, круто. Но где зеленый Гастер? Я ждала зеленого, сука, Гастера. Почему ты так помешан на этом кринжовом спантоне? Почему сцены, блядь, такие корявые? Где зеленый спам... Блядь, сука, Гастер? Где мой Гастер? Где? Где Гастер?